Мы начинаем фильм. Мы снимаем кино. Короткий метр. В сантиметрах это могло бы быть что-то около 8 с небольшим. С минутами скорее неопределенно. Как говорится, трудно со временем. Как с ним обходиться? Как обойтись без него? Даже простая история дает метастазы. Оставь ей немного воли и времени на адаптацию. У нас ограниченный арсенал средств. Мы поставили себя в узкие временные рамки. Это как упражнение. Или даже разминка перед упражнением. Но мы не можем знать, каким будет само это упражнение. Пока кадр пустой, но фильм уже начался. Возможно, это самый ответственный момент, когда всему еще только предстоит произойти, когда возможно все, когда неудобно себя ограничивать. Но именно это ограничение дает то наслаждение, что превращает пытку выбора в твою ни на что не похожую историю. Этот момент — напряженная пауза, и одновременно эта пустота нам ничего не стоит. Это лишь пустота на минуту, или более, наполненная словами о этой самой пустоте. Мы все еще вольны обходиться одним закадровым голосом. Нам пока не нужно просить кого-то постоять перед камерой. Играть, двигаться, предлагать обстоятельства, решать задачу, оставаться собой, становиться, решать сверхзадачу, становиться героем. Ничего этого нам пока не нужно. Но мы уже ведем поиски. У нас нет критериев. Мы их не сформулировали. Мы все еще не знаем, о чем будет наш фильм. Поэтому пока, отданный самому себе, он посвящен самому себе, обращен в себя, словно бесконечно длинный план панорамы пустого, как сон, пространства. Фильм, мечтающий о фильме, всматривающийся в себя в темном пустом кинозале. Нужен ли ему герой? Нужен ли ему зритель, когда в центре происходящего сам процесс этого всматривания, самовоспроизводства? Но кто-то или что-то просится в кадр. Это ощущение не оставляет. Возможно ли кого-то заменить чем-то, остановить движение, превратиться в картину, кинокартину, как когда-то, граничиться текстом, стать плакатом, пустой трибуной, манифестом молчания, может быть, позже. Перед нами человек. Мы все еще не смогли никого найти, поэтому поставили в центр кадра автора. Его присутствие, среди прочего, ставит вопрос: кто же такие мы, от лица которых ведется рассказ? Чей же голос звучит за кадром? Это не мой голос, и я не уверен, что я автор. Сегодня герои не те. Уже не обязательно совершать подвиг. Можно не действовать. Можно наблюдать за автором. Искать автора. Но после конца истории остался лишь анонимный и отчужденный коллективный автор без права голоса. На аутсорсе. На паузе закадрового пространства. В пустоте. Герой не может найти автора. Правда, как известно, возможно лишь там, где нет монтажа.
где голос остается твоей неотъемлемой частью, где все остается внутри кадра, и почти ничего не показывается наружу, где все статично, где нет места воображению, где нет места кино. Образ расслаивается. Человек перед камерой. Человек за камерой. Тот же человек. Кто наблюдает? Кто играет лучше? Кто выигрывает? Сейчас вылетит птичка. Мы все еще не знаем, кто перед нами. Мы не сопереживаем. Мы не идентифицируем себя с ним. Недостаточно просто быть, чтобы им стать. Стать героем. Встать на место героя. Мы с легкостью можем поменять его на другого. Но ничего не изменится. Слова говорят о времени. Что бы они ни значили, они говорят о времени больше, чем о чем-либо другом. Фактически, слова — это чистое время, а молчание — неизмеримая вечность. 2 слова в секунду. У всего есть свои стандарты, пусть даже временные. Но при подсчете не учитываются союзы, не берутся в расчет, не читаются. Но если нет союза, откуда же взяться конфликту? Герой без конфликта? Героиня? В самом центре, в узких рамках хронометража, в узких рамках бюджета, в узких брюках. Проклятое время. Его почти не осталось. Совсем не осталось. Сейчас вылетит птичка.